Привет всем, кто совершил удачный клик и присоединился к нам. Мы продолжаем наше расследование, и настало время разгадать еще одну загадку. В предыдущем видео мы оставили для вас несколько улик. Однако корреспонденция до нас не дошла и голуби не долетели. Но сейчас связь налажена, и мы начинаем. В данном видео мы разгадаем тайну выбора цвета в PowerPoint. Существует 3 способа определиться с цветовой палитрой. Способ первый. Переходим во вкладку «Конструктор». Здесь PowerPoint предлагает нам уже готовые темы для оформления вашей презентации. Здесь их достаточное количество, поэтому выберите из чего. Я выберу, пожалуй, данную тему. Также, выбрав одну из тем, вы можете изменить ее цветовую палитру, оставив дизайн неизменным. Для этого в разделе «Варианты» нажмите «Дополнительные параметры», это кнопка вниз, «Цвета» и в цветовой палитре выберите нужную вам гамму. Если варианты не выводятся при выборе одной из тем, например, данной темы, я захожу в дополнительные параметры, захочу изменить цветовую палитру, но ничего не происходит, значит вы используете или пользовательскую тему, или темы, которые были придуманы для более ранних версий Point. Я возвращаюсь к своей теме, но мне не нравится ни один из вариантов, которые мне предложили, ни одна цветовая гамма, поэтому я хочу настроить новую, свою. Захожу в дополнительные параметры «Цвета» и выбираю «Настроить цвета». Например, меняю акцент 1 на какой-нибудь фиолетовый, сохраняю и вижу изменения. Первый способ закончен, переходим ко второму. Второй способ выбора цвета происходит через раздел «Формат фона», который также находится во вкладке «Конструктор» правее. Нажимая ее, мы видим следующие варианты. Первый – это сплошной цвет. Мы выбираем любой цвет, например, красный, играемся с его прозрачностью, происходит изменение. Второй вариант – градиентная заливка. Вы можете выбрать или предустановленный уже градиент заранее выбранным типом, направлением, углом, точками, цветом и положением градиента, или свой. Я хочу выбрать свой, например, радиальный. Хочу изменить его направление, поменять точку и изменить цвет. Вот так это происходит. Также можно выбрать рисунок или текстуру, или узорную заливку, в которой можно изменить цвет. Происходит изменение цвета узора, и вы выбираете нужный вам вариант. На этом второй вариант тоже закончен. Переходим к третьему. Третий способ, можно даже сказать, наиболее математический. Это также происходит во вкладке «Конструктор», «Формат фона», «Сплошная заливка», «Цвет», «Другие цвета». Мы нажимаем и видим 2 варианта. Первый – это пчелиное сото. Выбираем нужный цвет, меняем его прозрачность, происходят изменения. Но мне, например, это не нравится, я хочу сделать свой цвет и выбираю спектр. Как мы видим, при выборе одного из цветов появляется своеобразная формула уникальная, цветовая модель, которая называется RGB. Это сочетание 3 цветов – красного, зеленого и синего. Здесь максимальное значение 255. Я ставлю везде, например, 0. Делаю прозрачность 0 и получаю черный насыщенный цвет. Или я делаю везде 255 и получаю белый чистый цвет. Также есть еще одна модель. Сейчас я вам ее покажу, которая называется HSL, которая составляет цвет на основе таких компонентов, как оттенок, насыщенность и яркость. Поэтому, если вы знаете цветовой код и вам нужен определенное цветовое решение, то смело используйте данный способ, и да пребудет с вами фантазия. Вот и все. Еще одно дело раскрыто. Мы очень надеемся, что данное видео было для вас полезным, и ваш внутренний художник теперь всегда сможет найти свой уникальный цвет и сказать: «Я художник, я так вижу». И для тех, кто хочет продолжить с нами наше расследование,
Предлагаю внимательно посмотреть на набор букв и символов под лампой. Есть какие-то предположения о деле номер 4? Кто этот незнакомец? Делитесь своими версиями и предположениями, а также впечатлениями в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк. Всегда ваш удачный клик!